Исторически, Homo sapiens предпочитал воображать себя единственным в своем роде, отдаленным от прочих животных. Но это заблуждение. Мы – члены семейства больших обезьян, а шимпанзе – наши ближайшие родственники. Всего 6 миллионов лет назад у нас был общий родитель. Homo sapiens скрывает секреты и помрачнее. У нас есть не только родственники, но были когда-то и родные братья. Люди появились в Восточной Африке 2,5 миллиона лет назад, как ветвь рода обезьян Australopithecus, и через 500 тысяч лет расселились по Евразии. В результате адаптации к разным регионам появились разные виды людей. В Европе и Западной Азии закрепился Homo neanderthalensis, человек из долины Неандер. На острове Ява обитал Homo saloensis, человек из долины Соло. В Сибири жил Homo denisova, обнаружен при раскопках Денисовой пещеры. Тем временем колыбель человечества взращивала новые виды. Homo rudolfensis, человек с озера Рудольф, Homo ergaster, человек работающий, и в итоге наш вид, который мы скромно окрестили Homo sapiens, человек разумный. Популярное заблуждение, будто бы виды человека сменяли друг друга, словно все древние виды представляют собой устаревшие модели современного человека. Но на самом деле 2 миллиона лет, по меньшей мере 6 человеческих видов существовало одновременно. И нынешняя эксклюзивность нашего вида вызывает зловещую тень подозрения. У Homo sapiens есть причины подавлять воспоминания о вымерших братьях. Примерно за 70 тысяч лет до нашей эры Homo sapiens перебрался из Восточной Африки в Аравию. На тот момент большая часть Евразии уже была населена другими видами людей. Например, неандертальцы были физически сильнее наших предков, лучше приспособленных к холодному климату, а по размерам мозга ничуть нам не уступали. Они также пользовались орудиями труда и огнем, заботились о слабых и больных сородичах. Но вторгается Homo sapiens, и популяция неандертальцев начинает отступать, а затем и вовсе исчезает. По результатам последних исследований, примерно до 4% наших генов принадлежит неандертальцам и до 6% Homo denisova. Столь малый процент говорит о том, что слияние сапиенсов с другими видами людей не произошло. Хотя отличия между видами не настолько велики, чтобы препятствовать появлению жизнеспособного потомства, все же совокупления представителей разных видов происходили редко. Вероятно, это были акты насилия. Терпимостью сапиенсы никогда не отличались. В наши дни достаточно ничтожного отличия в цвете кожи, диалекте или религии, чтобы сапиенсы начали истреблять друг друга. Что? У них хуй больше? Бомбите их! А проявили бы древние сапиенсы большую терпимость к другому виду людей? Наиболее вероятно, сапиенсы провели первую и самую радикальную этническую чистку в своей мрачной истории. Только вообразите, какие культуры, религии и общества сложились бы в мире, где сосуществовали бы разные человеческие виды. Провозгласила бы книга Бытия неандертальцев потомками Адама и Евы. Умер бы Христос во искупление всех видов людей. Предусмотрел бы Коран места на небе для всех праведных, независимо от вида. Смогли бы неандертальцы служить в римских легионах. Призвал бы Карл Маркс объединяться пролетариев всех человеческих видов. В отсутствие братьев легче воображать себя венцом творения, подчеркивать отличия между нами и животным царством. Когда Чарльз Дарвин намекнул, что человек принадлежит к животным, его современники пришли в ярость. Даже сейчас многие отказываются в это верить. А если бы выжили другие виды людей, мы бы все равно воображали себя особыми созданиями. Может быть, поэтому мы стерли родичей с лица земли?
слишком похожих, чтобы их игнорировать, слишком иных, чтобы их терпеть.